Сегодня Владимиру Путину исполнилось 70 лет. Возраст солидный, Ельцин уже в этом возрасте был на пенсии, но не критический. Для старческой деменции черновато, многие его сверстники продолжают писать научные статьи, проектируют самолеты, управляют компаниями. При этом за их здоровьем не следит команда врачей и рацион не назначают кремлевские диетологи. Однако по его действиям последних 7,5 месяцев, в которых все сложнее углядеть рациональное зерно, и по его речам, все сильнее смахивающим на бред больного шизофазией, верить в какую-то адекватность Путина сложно. Но не может адекватный человек в 2022 году принять решение начать захватническую войну. Не может потом отправить на захват 40-миллионной страны менее 200 тысяч солдат. Не может нормальный человек позволять бандиту-олигарху приезжать в тюрьмы на вертолете, чтобы там вербовать заключенных. И вербовать не в российскую армию, тут еще можно было бы поискать какую-то рациональность, но вербовать в его личную, подконтрольную лишь этому бандиту группировку. Не может нормальный человек, выступая перед всем миром, на полном серьезе называть современную Германию с Южной Кореей территориями, оккупированными США. Многие пытаются объяснить поведение президента какими-то психическими заболеваниями. Однако, все это лишь домыслы. Все, что мы реально знаем о Владимире Путине, рисует нам образ не психопата, но образ совершенно никакого человека, воплощенной посредственности. Откройте выпускную фотографию своего класса и обязательно найдете таких, которые вроде как десяток лет с вами в одной комнате провели, а вы вообще про них ничего не помните. Ни отличник и ни двоечник, ни хулиган и ни паинька, ни заводила и ни изгой, никакой. Такие люди всегда нужны любой спецслужбе любой страны мира. Одинаково незаметные и не запоминающиеся где угодно и в любой среде. Хоть на заседании книжного клуба, хоть в подвальной качалке террористов-радикалов. Вся карьера Путина построена в номенклатурных системах. Он всю жизнь, буквально до своего безумного взлета в 98-99 годах, был встроен в жесткие иерархии. Он всегда был помощником, заместителем, никогда не тем человеком, фамилию которого кто-то мог запомнить. Он всегда был чьей-то тенью. Никогда и ни при каких обстоятельствах в таких системах не смог бы построить карьеру неуправляемый кровожадный головорез. Его работа – выполнять чужую волю, а не проявлять свою. И если ему скажут резать головы, быть головорезом, он, конечно, отрежет. Но это будут строго определенные головы в строго определенном количестве, и вопрос квартальной премии в этот момент его будет занимать гораздо больше, чем процесс отрезания голов. Именно за свою незаметность и исполнительность, а вовсе не за какие-то выдающиеся там интеллект, честь или харизму, он был сначала выбран в качестве преемника Ельцина. Тому нужна была фигура без больших амбиций, которая давала бы гарантии безопасности для него и его семьи. Затем именно за его серость Путина поддержали номенклатура из администрации президента и правительства, а также олигархи, раскрутившие его медийный образ, так как от него меньше всего ожидали чисток и переделов. А что не менее важно, он не имел больших связей, а значит был компромиссом среди групп интересов. Наблюдать в Владимире Путине демиурга, который смог подчинить всех своей воле ввиду выдающихся личных качеств, это делать ему большой и совершенно незаслуженный комплимент. В другую эпоху, в другой стране, отпахав срок или два, Путин бы закончил свою политическую карьеру и ушел бы либо на покой, либо в омут судебных разборок и журналистских истерик. Но Путин попал в Россию, страну с только зарождающимися институтами демократии. К тому же еще и унаследовавшую отношение ко власти и властимущим от СССР. На осколках СССР половина стран, чуть порадовавшись свободам и независимости, быстренько выбрали себе нового вечного генсека. Разложили у его трона ковры и принялись отбивать поклоны, нахваливая силу и мудрость нового отца нации. Путин сперва и не собирался занимать эту роль. Он приехал в Кремль под лозунгами первого поколения постсоветских либералов, по привычке размахивая демократическими прозападными лозунгами. Первые годы он тихо и скромно сидел на президентском стуле, опасаясь, что вернутся настоящие хозяева страны и его, мелкого чиновника, погонят. Но трон великого вождя пустовал, других хозяев не было, а придворные каждый день шептали ему, какой он великий и как его обожает народ. Пришлось вживаться в новую роль. И оказалось, что здесь ему разрешено все, а этого ему и хотелось. Надо сказать, что люди из спецслужб – это совершенно особая категория людей. Причем это не только в России так. Так устроены спецслужбы любой страны. Часто они считают, что их дела и хотелки важнее закона.
На экране, например, Джеймс Бонд устраивает погони с взрывами на гражданских автомагистралях, ведет перестрелки на людных улицах и казнит негодяев без суда и следствия. Почему? Потому что он из спецслужб, а их дела самые важные в мире. Куда важнее судьбы простых горожан в перевернувшейся легковушке и разгромленного рынка с падающими ящиками фруктов. Выходцы из спецслужб часто верят, что их задачи, а иногда и просто желания, выше законов их страны. Американский государственный деятель Джон Эдгар Гувер возглавлял ФБР, крупнейшую спецслужбу Соединенных Штатов, почти полвека, с 1924 по 1972 год, и был крайне противоречивой фигурой. Ему часто приписывают высказывание «я мог стать президентом», но истина состоит в том, что человек из спецслужб не может руководить страной, не развалив ее и не устроив террор для своих сограждан, и я это понимаю. Неважно, говорил ли Гувер так на самом деле, президентское кресло ему все равно никто не собирался предлагать. Особенно учитывая, что он в 50-х вместе с сенатором Маккарти инициировал охоту на ведьм против так называемых антиамерикански настроенных граждан, а в 60-х преследовал борцов за равные права чернокожих. В сведении политических счетов он по максимуму использовал административную должность, шантажируя оппонентов фотографиями личного характера. Очень хорошо, что президентом Гувер так и не стал. Но в России все пошло иначе. Человек из отечественных спецслужб, считающий, что его дела выше любых законов, встал во главе страны с элитами, привыкшими плясать и кланяться перед очередным вождем, готовым вешать в каждом казенном кабинете вместо иконы его портрет. Постепенно Путин вошел во вкус. Ему можно сбрасывать и назначать своей волей любых чиновников, судей, губернаторов. Ему можно вводить репрессии и цензуру, менять конституцию, травить Навального. Можно строить дворцы, а будучи пойманным за руку при совершении преступлений, продолжать как ни в чем не бывало. Те, кто не хотел подчиняться, осели по тюрьмам и эмиграциям. Придворные льстецы и священники наперебой лили ему в уши сказки о его божественном предназначении и великой миссии для России. К сожалению, в наследство от СССР нам досталась еще и система, где от вождя, как от героя кино, ждут подвигов. Индустриализация, коллективизация, революция, победа во Второй мировой, полет в космос, даже пафосная Олимпиада или хотя бы перестройка – все это досталось прежним правителям здешнего края. А какие подвиги дал Путин своей стране, находясь у власти почти четверть века? Да, просто никаких. Что такое майские тезисы Путина? Что такое план Путина середины нулевых? Кроме того, что это теперь мем «План Путина. Победа России». О чем все это? И где результаты? Даже Медведев за свой короткий срок успел и перевести часы, и переименовать милицию в полиции, и даже почувствовать себя полководцем в войне, хоть и какой-то неадекватный, и организовать инновационный центр Сколково, хоть и попилил бабла, но с желанием двигаться к прогрессу и технологиям. Правление же Путина, в несколько раз более длинное по сроку, вышло гораздо менее насыщенным на события. Все годы его президентства, со Второй Чеченской, которую он унаследовал у Ельцина, по 2014 войдут в учебники будущего лишь парой предложений. И вот представьте, все ближайшее окружение говорит вам, какой вы исключительный, а в это же время все, что вы делаете, это ездите по стране да подписываете какие-то бумажки. Самые частые выражения, которые тогда использовала пресса, это «Путин поручил разобраться» и «Путин подписал закон». Эдакий рыцарь бумажных подвигов. Не мудрено, что после нескольких лет такой жизни вас начнут очень сильно раздражать те, кто видит, что вы из себя представляете. И чем дальше, тем больше. Путина стали раздражать целые страны, которые явно не считали его ни великим, ни сильным, ни умным. А больше всего его раздражала Украина. Ведь с точки зрения Путина Украина – это даже не страна, а всего лишь мятежная провинция, которая осмелилась скинуть путинского наместника Януковича и повернуться лицом к Западу. И что самое обидное, эта провинция вместе с Киевом в голове Путина имеет большой сакральный смысл, так как она, как ни крути в ладошках учебник истории, а все-таки наш исторический центр – Киевская Русь. Используя его логику, кстати, можно дойти и до обратной идеи, что с точки зрения Киевской Руси Москва – далекая взбунтовавшаяся окраина. Путину, разумеется, такая мысль в голову вряд ли приходила, ведь весь славянский народ он давно приватизировал. Идея подавить бунты и вернуть мятежную окраину под надзор Москвы, желательно под управлением все того же Януковича, стала главной путинской идеей в событиях и 2014 и 2022 годов.
Но чем больше Путин боролся за то, чтобы ему подчинилась Украина, тем яснее становилось, что в мире полно и других стран, которые не уважают лично Путина и ни во что не ставят его идеи. Да практически все. Поэтому путинская риторика стала быстро меняться, и в ее последних версиях все чаще звучит крик души. Мы боремся не с Украиной, мы боремся с Европой, США, НАТО, со всем однополярным миром. То есть со всем миром, где не собираются вешать на стенку портрет Путина и не признают его заслуг. Вообще, когда твоя страна живет спокойно, а ее жители богатеют, занимаются своей жизнью без каких-либо потрясений и бедствий, это уже в какой-то мере заслуга. Но Путин, годами убеждаемый лизоблюдами в своей исключительности, хотел подвигов, великих свершений. Первым из них для Путина стал захват Крыма. За него, конечно, пришлось заплатить падением уровня жизни и проблемами с миром. Но это стало типа подвигом. Путин нам вернул Крым. Аннексия полуострова, что важно, прошла почти бескровно и не очень болезненно. Слабая реакция Запада и отсутствие военного сопротивления Украины еще сильнее заставили поверить вчерашнюю серую мышь в то, что теперь она обязана вписать свое имя в ряду великих государей российских. Что прям Александр Невский, Петр Великий, Екатерина Великая и тут же Путин. Однако время шло, а новых подвигов не наблюдалось. Поддержка сепаратистов на востоке Украины, на которую Путин возлагал надежды, привела лишь к возникновению на месте благополучных регионов пары квазигосударств с уровнем жизни около экваториальной Африки и управляемых только полевыми командирами. Подвигом назвать такой результат не получалось. Даже пропаганда у ЛДНР забыла на несколько лет. Но и полнейшим провалом, который бы навсегда отвадил Путина от военных авантюр, развязанная война на Донбассе не стала. Когда же у населения России к Путину стали возникать вопросики про стагнирующую экономику, про подавление СМИ, про настроенные себе, детям, внукам и так далее на 15 поколений дворцы, тогда обиженный оппозицией, изголодавшийся по подвигам бюрократ, еще и убежденный в своей исторической миссии, совершил огромную ошибку. Он напал на Украину. Нападая на нее, он основывал решение на словах все тех же халуев и лизоблюдов, которые заставляли серого бюрократа, настоящего Акакия Акакиевича, поверить в свое величие. Они же, искренне веря, что никакой дурак не решит это проверить, на практике говорили Путину, что украинское государство сразу рассыпется, стоит только российским танкам перейти границу. А ВСУ, словно африканские дикари, будут разбегаться от каждого выстрела винтовки. Однако армия Путина, все теми же лизоблюдами разграбляемая на протяжении 30 лет, была отбита у Киева, Чернигова, Сум, Харькова, армии Украины. Объяснить, как страна, которой он отказывал в праве на субъектность, смогла отразить нападение великого завоевателя, Путин так и не смог. Каков урок для нас во всем том, что случилось? История нас научила, что инфернальное зло исходит от инфернальных личностей. Не нужно знать ни слова по-немецки, чтобы от выступлений Адольфа Гитлера кровь стыла в жилах. Как выясняется, это не обязательно. Вполне достаточно взять в одну руку молодую страну, где не окрепли еще институты, а в другую сколь угодно невзрачного, но властолюбивого человека, и готово. Спустя 20 лет министры и депутаты, генералы и миллиардеры, которые все прекрасно понимают, будут как зомбированные закапывать и страну, и себя. Выясняется, что могильщику огромной страны не нужно никаких волевых качеств, не нужно быть выдающейся личностью. Все то, что ему нужно, много бесплатных денег и непротивление всех. Непротивление внутри страны, непротивление снаружи. История Владимира Путина – это история про безнаказанность. Это история про человека, который в ответ на агрессию всегда получал тщетные попытки себя уговорить, но никогда не получал пизды. Российские элиты, западные правительства сами вырастили монстра. Это никогда закончилось 24 февраля. И теперь Путин встречает 70-летний юбилей, обнаружив, что ничто из того, чем он грозил миру, просто не существует. Встречает он его, погубив свою армию и проиграв войну. Встречает он его без единого союзника. Встречает на дороге, где впереди либо смерть, либо переворот, потому что, когда у его окружения страх последствий перевесит природную трусость, это только вопрос времени. Неизвестно, сколько еще развитый мир потакал бы Путину, если бы не Украина.
Если бы не президент Зеленский, показавший всему миру чудеса личного мужества, ставший настоящим лидером воюющей страны. Если бы не украинский генералитет во главе с Валерием Залужным, чей выдающийся профессионализм уже никто не готов оспаривать. Украина сейчас спасает не только себя. Украина реально спасает мир от Третьей мировой войны. Потому что если и есть урок, который мы должны вынести из Второй мировой, то он в том, что мировая война начинается не тогда, когда деструктивному режиму дают отпор. Начинается она тогда, когда таким режимам потакают. Капитуляция Украины не привела бы ни к какому концу войны. Капитуляция Украины привела бы к дальнейшему отрыву Путина от земли, к еще большей убежденности в собственной богоизбранности. И ничто тогда бы не спасло страны Балтии, Польшу, Грузию, ничто бы не спасло мир от прямой войны России и НАТО. Никто не верил в украинское руководство. Никто не верил в президента Зеленского. Но они смогли, и он смог. Смогли остановить то зло, которое после них было бы остановить очень тяжело. До завтра.